Салют, people! С вами Human и, как всегда, глоточек полезной и вкусной информации для вас. Да, это оно. Ныне в России растут запреты и спрос на пиратство. Это касается и фильмов, и музыки, и игр, и другого софта. Но что касается компании Sony, то они продолжают оптимизацию своих игр для PlayStation 5 при помощи VRR. Вот и сегодня мы об этом всем и поговорим. Погнали! Ну что, в России идет приведение криптовалюты в официальное правовое русло, и все сейчас будет управлять Министерство финансов и другие государственные ведомства. И хотя доселе между чиновниками нет еще какого-то четкого единства, все же их поведение реально отличается, чем это было в том же январе 2022 года. И вот недавно ряд силовых ведомств направил в Министерство финансов свои предположения и, скажем так, какие-то моменты черновые, как можно повлиять на криптовалюту. Криптовалютное законодательство, естественно. Некоторые из них были чуть ли не сразу отвергнуты, а вот некоторые другие, возможно, даже примут. И войдут в окончательную редакцию. Прежде всего, планируется ввести жесткое регулирование криптовалют. Биржи и любые другие финансовые структуры, которые захотят торговать цифровыми активами, должны будут получить лицензию. И то же касается и иностранных бирж. А отказавшимся сотрудничать запретят рекламировать свои услуги на территории России. Да, крипта — это свобода, ее нельзя отследить, говорили они. Более того, предлагается также запретить российским банкам осуществлять любые операции с нелицензированными биржами и некоторыми физическими лицами. Проще говоря, криптовалюты хотят вписать в уже существующие рамки, при этом расширив некоторые границы без вреда для законодательства. И предполагается, что финальная стадия документа будет показана в прессе во второй половине 2022 года, а окончательная редакция принята законодателями к концу года. Но нерешенными вопросами на данном этапе это является банальное, базисное. Что такое майнинг, как его определить? Естественно, это будет касаться и уже касается цифровых кошельков и вот всей этой мишуры подробной. Каким образом это будет интерпретировано в самом законе, пока что непонятно. Потому что у разных ведомств свое видение ситуации. Да и, скорее всего, основную часть ответственности возложат на биржи. Им вменят в обязанность передачу всех данных российских пользователей в соответствующем ведомстве. И таков шаг позволит упростить регулирование, при этом не теряя контроль над ситуацией. Более того, поскольку цифровые активы приравнивают к доходам, с них придется платить налоги. А согласно результатам исследования, которое провел Банк Открытия, то 12% людей, да, всего лишь 12, казалось бы, пользуются пиратским контентом. Но вследствие внешних ограничений для России, в виде санкций, естественно, то 12% масса людей уже в легкую может достигнуть скоро 50%. Опираясь на данные новости со ссылкой на исследование, к услугам платных сервисов регулярно прибегает 51% пользователей. И речь здесь идет о сервисах, предоставляющих доступ к кино, музыке, спортивным трансляциям и так далее. Более того, с 22 по 26 апреля эксперты провели онлайн-опрос 1000 россиян в возрасте 18-65 лет со всех уголков России, причем которые проживают в городах с населением от 100 тысяч человек. И выяснилось, что 34% опрошенных постоянно пользуются легальным контентом сервисами. 17% время от времени. Ну а 49% вообще не пользуются подобными сервисами. И в итоге из платных цифровых медиа наиболее востребованным оказалось кино. За него платят 79% пользователей. При этом 55% платят за музыку, а еще 14% за просмотр трансляций спортивных соревнований. При этом в условиях нынешних ограничений 45% тех, кто сейчас платит за контент, не готовы отказаться от него. Остальные 45% готовы отказаться частично. И конечные 10% заявили о готовности отказаться полностью. При этом в банке отмечают, что терпимость к пиратским материалам в России по-прежнему высока. 12% уже пользуются пиратскими медиаматериалами, а еще 50% готовы начать ими пользоваться уже сейчас. Другими словами, опираясь на выкладки аналитиков, 12% может легко тебе перерасти в 60+. При этом 47% опрошенных жителей страны поддерживают идею перехода на пиратский контент. Они считают, что такие меры вполне справедливы с условиями санкций. И что примечательно, что идея поддержки пиратства наиболее активно поддерживается в наиболее благополучных регионах, типа Санкт-Петербурга или Ленинградской области, а также Центральном федеральном округе. За все это дело проголосовало 52% человек. И любопытно, что наиболее законопослушными оказались Северный Кавказ, где сторонников пиратства оказалось всего лишь 32%. При этом власти пока не намерены принимать никакие официальные заявления и действия по легализации пиратства. И если на момент еще активных военных действий России в Украине
Украину, когда накладывали санкции и так далее, уже обсуждалось, что, мол, мы легализуем пиратство, во всяком случае, в каких-то критических службах, для того, чтобы можно было работать с софтом и железом, то нынче на повестке дня это уже не стоит. Как и планировалось, обновление для PlayStation 5 с поддержкой адаптивной частоты обновления вышло в крайней неделе апреля, при этом принеся владельцам мониторов и телевизоров с поддержкой HDMI 2.0 не только более плавный геймплей за счет синхронизации, но и неожиданный прирост кадровой частоты. А результаты первых тестов оказались очень даже крутыми. Приведу вам пример. Сравнение Человека-паука, а конкретно это ремастер Marvel Spider-Man. Здесь фреймрейт временами перешагивает даже за отметку в 90 кадров в секунду. И если что, то лог FPS в консоли составляет 60 кадров на секундочку. Но если мы с вами говорим за 4К, то теперь можно получить все 60 FPS, а не какие-то убогие 30, как это было ранее всегда. Ну и самые существенные изменения заметили, наверное, в Ratchet & Clank Rift Apart. В игре частота кадров может достигать 110 FPS. Понятно, что это в пике, а не в среднем, но тем не менее это консоль. Но стоит учесть, что все это игры с официальной поддержкой VRR. А вот с неподдерживаемыми играми частота кадров пока что остается на прежнем уровне. Такие вот нынче дела в мире IT. Ну что ж, ребятки, на сегодня у меня для вас все. Спасибо, что вы смотрели этот ролик, досмотрели до конца. Спасибо за вашу поддержку, лайки, комментарии и все остальное. А с вами, как всегда, был Human, и как всегда, подписывайтесь на мой второй игровой канал. И, естественно, кайфовой вам игры.